Всем привет, друзья, с вами Оджи, и добро пожаловать в третий эпизод. Мы продолжаем играть в сборку Earlcraft, и сори, что обломал в лучших традициях Ютуба, но к этому моменту мы еще вернемся. Как вы могли догадаться из трейлера, я собираюсь напасть на пиратский корабль, но сделать это просто было бы очень скучно, поэтому я хочу построить пушку, так как во втором эпизоде мне попался динамит в подземелье, и нам нужно пойти его и забрать, чтобы потом построить пушку из раздатчиков и взорвать пиратский корабль. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу немножко прокачать нашу базу. У нас насобиралось уже довольно много вещей, и их нужно куда-то складывать. Поэтому я хочу построить немножко дополнительных комнат и сделать наш дом чуть-чуть уютнее. Я не хочу сильно заморачиваться и строить какой-то топовый дворец, но нам все равно понадобится довольно много булыжника и дерева, чтобы построить дополнительные комнаты. Сейчас запилим каркас дома. Так, отлично. Первая комната будет здесь. Опа, наш сортир. Блин, Ярик, бачок потек. Сейчас бы коробки строить в 2К21. В общем, план такой. Комната справа, комната сверху. Одна побольше, другая поменьше. В одной будет спальня, во второй что-то типа кухни. Посмотрим. Минус кирка. Сейчас запилим новую. Здорово, карась. Минус карась. Блин, дождь пошел. Вот тут стрёмно, рядом лавовое озеро, оттуда вечно какая-то дичь вылазит. Надеюсь, в этот раз нам повезет больше. Блин, мне, чуваки, не повезло. На нас ифрит напал. Ну давай, ты плавать умеешь, братан? Минус, пацан. С него выпал какой-то фаербол. Судя по всему, этим можно прокачивать своих питомцев и даже шмотки какие-то. Пока хз, как это работает, в общем, разберемся позже. Кстати, зацените прикол, можно дождевую воду пить, и она не вызывает обезвоживания. Эпик. Мы почти запилили первую комнату. Изи. Не хочется пилить целый эпизод этот дом, поэтому строим его пока без крыши, так что будет нормас. Пропилим проход. Нужно накопать песка. Воу, это что за цыганский ребенок?
Зажариваем песок, крафтим доски. Сейчас бахаем какой-нибудь пол себе нормальный. Из полублоков, чтобы сэкономить доски. Найс. Сейчас запилим окна. Это программа «Окна», с вами Дмитрий Нагиев. Осталось замутить крышу. Все, четко. Нужно поставить пару сундуков. Сейчас замутим себе кухню здесь. Вот, блин, опять цыганские дети. Сейчас отвешаем ему пару монет. Сюда. О, там опять креветка мурлыкает. Сейчас пойдем ей отвешаем тоже. Так, ну отлично, наша кухня приобретает какой-то вид. Последний штрих. И все готово. Что-то дождь идет, пацаны, надо куртку запилить. Так, ну что, мы готовы вернуться в тот данж со второго эпизода. Вот, собственно, и динамит. Только 2, но ничего, забираем. Срань, ты-то откуда вылез? Вот сейчас вообще не хочется здесь сдохнуть. Уже вроде всех пауков передавили в прошлом эпизоде. Да ладно. Жесть. Все прелести сборки Эрлкрафта. Вот откуда тут теперь огурец чилит? Твою мать. Ща обхитрим его. Вот чувак тебя отпустил от твоих стероидов. Отлично, 10 пороха и 4 редстоуна. Минус пацан, еще порох. Все, короче, надо валить отсюда. Нужно засейвить порох, редстоун и динамит. Ведь за этим мы сюда и пришли. Изи. О, круто, чуваки, у нас 39 пороха, забираем. Сейчас попробуем сделать все ресы, которые нам нужны. Для динамита понадобится немножко песка. Минус пацан. Ой, я там вижу справа данж. Крафтим динамит. А ладно, чё мелочиться, давайте на все. Найс, 9 динамита. Крафтим кнопки. Сейчас запилим раздатчики.
Нам нужно аж 4 лука для них. Изи. Так, чтобы юзать редстоун, нужно строительство 4, вкачиваем. И крафтим 4 раздатчика. Самое печальное то, что редстоун сейчас весь ушел на раздатчики, поэтому нам нужно снова отправляться в шахту и идти копать его. Новый день, новые возможности, друзья. Отправляемся на поиски шахты. Но кто-то нашел нашу шахту. Стероидный кальмар. Жесть, крипово. Минус пацаны. Минус пацан. Шевелись, плотва. Жесть, только отправились на поиски шахты, уже нашу развалили просто в клочья. Потеряли наш крест Доминика Торетто. Да ладно, чуваки, я пока его искал, задохнулся, лол. Отлично, подобрали свой крест. Ну что, попытка номер 2. Опа, вот это похоже на шахту. Сейчас заценим. Мистер Дудец. У меня от этого чувака чип барахлит. Вот уже где-то на этом моменте я начал понимать, что поход в шахту — это очень плохая идея. И да, я что-то там пытался копать железо, но мне уже начали прожаривать задний привод всякие разные фриты и стрёмные штуки. И когда мои шмотки наконец сгорели в лаве, и я уже начал отчаиваться, я подумал, может пойти в другом месте искать редстоун. Я увидел какой-то летающий замок и подумал, наверное, было бы неплохо туда сходить. Но я подумал еще о том, что я просто туда не доплыву, и решил отправиться обратно в шахту. Когда я туда пришел, меня уже ждал какой-то саламандр, который варился в этом сочном борщике. Но я решил его тупо заигнорить и пойти дальше в шахту. Чуть дальше на меня напал какой-то бешеный рататуй, которому я сломал хребет. И какой-то зомби, с которого вылез еще какой-то другой зомби. Я подумал, ну а чё останавливаться, и решил копаться дальше. Эти стрёмные звуки меня тоже не останавливали. Я подумал, ну какая-то собака, чё. А, подумаешь, чупакабра.
3 ловкими ударами я сломал ей позвоночник, а вторая чупакабра сломала мой. Ну, когда я вернулся, меня уже ждал какой-то джин, и я упал в сочный борщ. Хорошечно прожарившись, я решил вернуться туда снова, и то, что происходило дальше, это уже без комментариев, потому что происходил полный взлом жопы. Окончательно познав Нирвану и встретившись с Виктором Цоем, я все же вернулся в этот летающий замок. Я подумал, а чё, а вдруг там лежит тот самый заветный Редстоун, те жалкие 4 кусочка, которые нужны мне, чтобы сделать эту пушку для корабля. Жаль, но там была куча мобов и ни одного сундука, поэтому я решил прыгнуть вниз, и угадайте, что меня ждало, меня поймала русалка и тут же изнасиловала. Где-то здесь я вспомнил, что когда-то в подземелье, во втором эпизоде, я видел еще одну шахту, и так как данж идет далеко вниз, я подумал, что это может быть довольно близко к Редстоуну, поэтому я пошел туда снова. Мне попалась куча железа, я решил его засейвить. И увидев на пути 5G вышку, я решил ее тупо обойти. Вышка решила, что хочет обойти меня, но у меня 6G, поэтому я прошел мимо. Прожарил немного железа, забрал свой железный щит, увидел какую-то чупакабру на стероидах, решил ее скипнуть, но меня уже ждали зомбари. А зомби это изи, мы быстро сломали им кабину. К счастью для меня, паук-курильщика уполз в текстуры, поэтому он не сломал мне лицо. И довольно легко я прошел дальше в шахту. Теперь оставалось дело за малым, чтобы никто не прошел в мою шахту, и нужно было найти Редстоун. И о боже, вот он, Редстоун. Осталось придумать план, как туда спуститься. Дропнув пару светящейся пыли на удачу, я сломал лицо зомбарю, с которого выпал топовый какой-то рюкзачок. Видимо, он в школу собирался. Я решил застроить это лавовое озеро и потом вспомнил про всяких разных саламандров и остальных стрёмных чуваков, которые оттуда вылазят. Поэтому здравомыслие победило, и я решил все-таки копать Редстоун. Это, наверное, была самая лучшая идея, которую я придумал в этом эпизоде, поэтому я быстро забрал рюкзак и начал валить отсюда. По пути, вкачав атаку, я все-таки наконец-то выбрался из подземелья, заигнорил тупо паука и побежал домой. И каково было мое счастье, когда я добежал. Я отогнал тупо смерть, решил просто поспать, аккуратно поставил свой рюкзачок, и все, я был готов. Готов, конечно, разгонять местную фауну, потому что за ночь их тут куча насобиралась. Победив дудцов в лучшем
пиратском стиле я решил сделать рапиру, которая получилась днищем, поэтому я напялил ее на пояс чисто для красоты. И, наконец-то, я был готов. Это что, и все? Еще и фигня какая-то выпала. Йоу. Да ладно. Жалко, корабль сломал, блин. Реально можно было зарашить с одной только деревянной киркой. Вот это что за фигня? Не знаю, как использовать. Ну, может, как-нибудь разберусь. Ну ладно, что, валим, что ли? Что ж, друзья, это конец третьего эпизода. Не забудь поставить лайк и подписаться. Данж мы зачистили. Увидимся в 4-м эпизоде.